Объявление президентом Российской Федерации Владимиром Путиным мобилизации привело к настоящему великому переселению, в кавычках, одного очень храброго и мужественного древнего народа. Все билеты в Стамбул и Ереван из аэропортов России были мгновенно раскуплены, причем на рейсах в Стамбул количество армянских фамилий иногда немногим уступало рейсам на Ереван. Народ, который, как утверждает армянская пропаганда, дал России 2 маршалов и сотни генералов, явно не горит желанием сейчас воевать в Украине за Россию. Бегут в Армению и те граждане России армянской национальности, которые ранее переселились в Россию для того, чтобы избежать службу в армянской армии. Они получили российское гражданство, но сейчас идти на войну в Украину тоже не хотят. Один из типичных вопросов в армянских соцсетях, просвещенных репатриацией в Армению: если человек уклонился от армии в Армении и с 16 лет жил в России, сейчас хочет обратно и ему уже исполнилось 27. В таком случае что можно сделать? Говорят, что в Армении отменили оплату штрафа и таким людям грозит лишение свободы. В принципе, возможно, в тюрьму таких хитрых бросать не будут, но в армянскую армию в случае обострения ситуации вполне могут забрать. Тысячи армян оказались внезапно в подвешенном состоянии, и необходимость выбора, в какой армии служить и на какой войне воевать. Они сейчас буквально разрываются между Россией и Республикой Армения, не зная, где им переждать неспокойное время, но не желая надевать военную форму. Это при том, что никто в России так ожесточенно не разжигал войну и так настойчиво не подталкивал руководство России к нынешней агрессии против Украины, как армянское лобби. Да и сейчас кремлевские пропагандисты типа Маргарита Симоньян отличаются агрессивно-провокационной воинственной риторикой, открыто угрожая ядерной войной. Однако даже обычная, неядерная война смертельно пугает ее соплеменников, которые почему-то вдруг забыли, что они потомки великих непобедимых воинов. Как итог, трасса, идущая в Грузию через Верхний Ларс, забита автомобилями со спасающимися от мобилизации российскими гражданами, едва ли не каждый второй из которых имеет фамилию Наян. Бегущие от войны граждане России, древнейшей национальности, очень нервничают. Многие армяне, помимо гражданства России, имеют еще и паспорт гражданина Армении, поэтому в соцсетях масса вопросов: а можно ли покинуть Россию как гражданин Армении, предъявив на границе свой армянский паспорт и спрятав российский, чтобы не попасть под мобилизацию? В принципе, по последней информации, погранслужба РФ уже по базе проверяет лиц с двойным гражданством, которым военкоматы уже выписали повестки. Великие воины идут на разные ухищрения, чтобы избавиться от исполнения воинского долга по отношению к России, в любви к которой они еще недавно так клялись. Самое интересное, что навстречу этому потоку представителей древнего воинственного народа в России тоже идет, пусть намного меньший, но тоже поток из Армении. В Россию едут граждане Армении, преимущественно из Зангезура или проживавшие в зоне ответственности российских миротворцев в Азербайджанском Карабахе. Но они, наоборот, бегут уже от войны на Южном Кавказе и не горят желанием воевать за Армению. Те армянские граждане, у кого нет российского гражданства, надеются пересидеть в России трудные времена, не будучи призванными в российскую армию и избежав участи в войне с Азербайджаном, вероятность которой после обострения ситуации на границе резко возросла. Самые расчетливые из них едут через территорию России в сепаратистскую Абхазию, на глазах превращающуюся в новую Армению. Другие же застревают в Грузии, особенно имеющие родственников среди тбилисских или джавахских армян. Для стабильности в Грузии это дополнительная угроза, поскольку нежелание воевать за Армению или Россию не означает то, что эти этнические армяне излечились от национализма и ксенофобии. Парадокс, но самыми удачливыми как из армянских граждан, так и из российских граждан армянской национальности считаются те, кому удалось бежать от войны и мобилизации в столь ненавистную армянскими националистами Турцию. Более того, некоторые родители-армяне буквально выпихивают своих детей призывного возраста на турецкую территорию, совершенно не опасаясь геноцида, а наоборот прекрасно понимая, что для них, особенно для обладателей двойного гражданства, российского и армянского, это единственный шанс не быть убитыми ни на войне в Украине, ни в Зангезуре. В безумных попытках помешать открытию транзитного коридора армяне спасаются в Турции. Это реальность сентября 2022 года.